Вітаю вас на своєму каналі. Я Світлана, і ви потрапили до мене в гості в мій сад під Київ, де я розповідаю про свої квіти та рослини. Сьогодні розкажу вам про уход за метельчатыми гортензиями. Сидела тут на крылечке, в тенечке. Расскажу, что я делаю именно сейчас, в конце апреля, в начале мая. И еще нас такие нежданные вторые заморозки настигли. Очень, конечно, я расстроилась утром, прогулявшись по саду и посмотрев, как выглядят гортензии и крупнолистные метельчатые. Но не опускаем руки, двигаемся вперед и посмотрим, как я и что буду делать. Тюльпаны у меня тут расцвели. Красота, красота. Идемте. Джеки. Сегодня в кадре будет два Джека, которые редко бывают. Эва, иди сюда. И Аделя под лавочкой. Аделя, она сниматься не любит от слова вообще. Ну, идемте. Идемте, помощники, будете показывать, рассказывать. Вынесла на солнышко свою гортензию крупнолистную. Убираю их на ночь в тамбур, потому что холодно. Сегодня ночью у нас было -1. К сожалению, испирея уже в таком непривлекательном, непарадном состоянии. Потемнели листья у магнолии, которая так и не зацвела в этом году красиво. Ну, как я сказала, мы не расстраиваемся. Вон как выглядит магнолия. Некрасиво. А работаем дальше на красивое цветение наших гортензий. Конкретно сегодня буду про них рассказывать. Сегодня я расскажу вам и про штамбовую форму, как мы будем нормировать побеги, покажу все, и в кустовой форме. Первое, что мы делаем, это, конечно же, оцениваем масштабы наших проблем после таких ночных заморозков. Ночью -1 и дало знать на гортензиях. Лист, видите, уже не зеленый, а такой немножко как темнее. Вчера вечером он еще был салатовый. Но все гортензии укрыть по саду, более 60 штук, не представляется возможным. Крупнолистные я накрыла, и то это мало помогло. Я горшками накрывала, и в дырочке у меня все равно холод, видимо, зашел, поникли, почернели листья. Если у вас такое же состояние, сильно не расстраивайтесь. Листва новая нарастет. Хуже, что может быть всего, не зацветет. Но если какие-то побеги остались зелеными, цветение будет на них. Я себя успокаиваю тем, что будет меньше соцветий, но они будут больше и пушистее. Это гортензия Skyfall. Вот тут в этой композиции, возле елочек, пионы. Кстати, бордзелла немножко наклонился от холода, но так почему-то и не встает. Пролить надо сейчас, включить капельную трубку. А вот этот барбарис, который возле дома у меня поросль, в прошлом году я взяла веточки, вот такие они на солнце, темный цвет. По-моему, сорт Hellman Pillar. Я подпишу, как вспомню. Такой красивый, яркий. На солнце барбарисы лучше. Ну, а мы про гортензии. Если вы накануне или дня за 2 до заморозков не обработали антистрессовым препаратом, сделайте это хотя бы сейчас. Сегодня, ну или завтра максимум. Мегафолом, изобионом, ну или каким-то антистрессовым. Можно спросить в садовых магазинах. Поможет это уже не очень, честно скажу. Если растение пострадало, оно даст о себе знать, когда начнется
цветения. Вы увидите. Ну а сейчас делаем все возможное, чтобы ей помочь все это пережить и остаться все-таки красивым, привлекательным кустом гортензии. Вообще метельчатые гортензии очень крепкие, очень такие выносливые. И чтобы их потерять цветение, надо приложить недюжие усилия, поэтому я надеюсь, будет все хорошо. А расскажу вам на примере вот этого куста гортензии полярный медведь. Растет у меня тут возле забора, возле спартанов и формируется как двойная формировка, я рассказывала, и как кустик внизу, и две ветви, самые толстые, выводятся в штамп. И это будет в этом году уже штамп этот виден. Про нормирование побегов расскажу чуть позже. А сейчас, что же мы делаем именно сейчас, в конце апреля, ну или начало мая, как у кого по погоде. Нас немножко отвлекают птицы и шмели, цветет барбарис, пчел много. Ну и от этих звуков все-таки радостней на душе, что ничего нет непоправимого. И зацветут наши с вами гортензии. Что мы делаем? Первым делом, как я сказала, мы удаляем сорняки, приствольный круг очищаем, замульчирован толстым слоем хвойного опада. И тут у меня немножко земли, а вот уже видите, как выглядят перепревшие иголки. Они превращаются в хвойный компост. Специально кислым торфом я не засыпаю приствольный круг у метельчатых гортензий. Почему? Потому что они не настолько требовательны к кислотности, как крупнолистные и как рододендроны. Следующим нашим действием мы проверили капельную трубку. Лежит, работает. Нигде ничего не послетали тройники, все нормально. Дальше что мы делаем? Мы комплексное удобрение рассыпаем в приствольный круг. Опять же, действие 2-3 месяца его. Формула азота можно много. У метельчатых гортензий сейчас задача нарастить большие, крепкие, толстенькие, зеленые вот такие побеги. Они уже тронулись в рост, видите? Кстати, этот мы будем удалять. Он тут не по теме для нашего штамба. Просыпали удобрения, замульчировали, пролили. Уже сейчас погода очень жаркая, несмотря на ночные температуры, даже минусовые. А днем вот у нас около 20, было 27. Ну, переменчивая такая погода, поэтому поливать надо. Спрашивали, надо ли поливать или может еще не надо. На заднем плане укрыт мой пион древовидный, большой, из-за того, что большие у него бутоны прямо вот-вот распустятся. Я побоялась, что, как и у магнолии, они почернеют. Сегодня на ночь еще оставлю. У нас 3 градуса всего тепла. Но мы живем за городом, дом. И у нас обычно на 2-3 градуса ниже температура от заявленной. Ну, как в Киеве. Допустим, в Киеве сегодня 5 будет. А у нас, наверное, будет +1, +2. Так, помощник, ты идешь помогать или не идешь? Это Адель, она вообще не любит сниматься, поэтому в кадре сегодня не сильно много собак будет. Иди сюда, иди хоть покажешься. Молодец, молодец. Давай будем рассказывать. Просыпали мы удобрение, капельную трубку полив или ждем дождя. Ну, дождя лучше не ждать, лучше пролить, конечно, почву. Дальше мы обрабатываем по листу, потому что лист у нас уже есть. Можно применять удобрения, которые по листу. Мой любимый плантафол. И тут мы с вами используем 20-20-20. Опять же, равноценная формула. Можете брать другую цифру, но одинаковую. И желательно, чтобы первая была больше. Сделали, обработали.
Вместе можно же добавить Актара, чтобы наши листья остались целые, ну и впоследствии соцветия. Актару берите, ну, я бы советовала большим объемом ее покупать, меньше вероятность подделок. Препарат не сильно дорогой, поэтому его очень любят мошенники подделывать. На следующий день, вот у меня Актара большим объемом купленная. И тут надеюсь, что она более оригинальная. Завтра, послезавтра я буду мешать хелат железа без циркона. В принципе, если под заморозки попали, можно и с цирконом. Это идет как антистресс. Можно с эпином. Разницы особой я не вижу в препаратах эпин и циркон. Ну, там какая-то, наверное, есть. Хелат железа у меня 13%, спрашивали. Какая нормировка? Я беру столовую ложку без горки на 10 литров воды, если нет проблем. Ну, у меня листья хорошие, зеленые, салатовые, если не считать, что почернели от мороза, то я дозировку не увеличиваю. Однократно пройду хелатом железа и все. На следующий день обязательно начинаем обработку от клеща. Я беру Вермитек. Еще у меня есть препарат Нурел. Нурел это более старый, но я его беру, чтобы менять. Допустим, обработала Вермитеком, через 2 недели Нурелом, еще через 2 недели Санмайтом. Май и начало июня, ну вот сейчас конец апреля, последние дни. Сейчас надо обработки от клеща делать регулярно. Вы просто не успеете среагировать. Как увидите, что поникли листья, поеденные такие в точечку. Ну, 5 признаков клеща на гортензии. У меня даже есть видео, какие признаки, что ваша гортензия подвергается нападению паутинового клеща. Внешне таких проявлений, даже паутины, вы не увидите. Будет вначале теряться блеск листвы, цвет листвы. Будет не салатовый такой красивый, а такой тусклый. Потом начнет краешек листа засыхать, а вы будете думать, не хватает полива. Ну, а потом цвет листвы перестает расти, то есть листики перестают раскрываться, как бы останавливается, стоит на месте куст. Вот такое соцветие, бледное, бледно-зеленое, и не растет дальше, а вы его поливаете. Это паутинный клещ. Первые признаки: растение стрессануло, остановилось, а дальше, если вы ему не поможете, может и погибнуть. Самшиты, кстати, самшиты обязательно сейчас обработки. Видите, сколько много молодой красивой листвы, и она может повредиться. Но наверху вот тут почернели, это обмерзли. Рододендрон на цветение собирается. Да, Адель? Значит, дальше. Обработали мы от вредителей, обработали от болезней, полили. Мульчировать кислым торфом не обязательно. Обязательно наблюдать за своей гортензией, как она себя чувствует. Я каждое утро делаю обход по саду и смотрю, все ли нормально или не все. Сразу вы поймете по состоянию листвы, ориентируйтесь. Цвет, внешний вид и тургор. Листвы, тургор. Так, ну а сейчас как раз то самое время, когда мы будем формировать наш будущий куст. Вы определились, вы или хотите кустовую форму. Кстати, плантофолом можно будет обработать через 2-3 недели еще раз таким, до тех пор, пока вы не увидите соцветия. Соцветия появились, это будет начало июня. Такие маленькие, беленькие. Начало, середина июля, ну, июня. У кого какие там температуры будут
тогда меняем плантафол на 10, 54, 10. А до тех пор раз в 2 недели можно, в 2-3 недели можно вот этим плантафолом или любым водорастворимым удобрением. Так, допустим, у вас кустик небольшой. Не смотрите на вот эти 2 длинненьких таких побега. Что мы будем делать? Самые крепкие и большие будут наверху. Те, что ниже, будут меньше. Вообще у всех лиственных деревьев 2-3 пары почек просыпаются верхних. Поэтому если вы оставляете длинную ветку такую, то мы и будем оставлять верхние 2-3 пары почек. Ну, про штамп потом. У меня тут двойная формировка. Смотрим самые нижние. Из них, вот из таких, ничего путнего не будет. И из этой не будет. Будет слабый маленький побег. И из этой не будет. Поэтому мы их удаляем. Вот такую уже можно черенковать. Как это сделать зелеными побегами, я рассказывала. Вот вы ее обламываете. Ее можно положить на грунт, накрыть стаканчиком пластиковым, побрызгать, накрыть потом и все, и оставить. Но я, наверное, делать этого не буду, потому что мне уже некуда сажать метельчатые гортензии. И так прошли по всему кустику. И вот такую мелочь всю мы и вот эту поудаляем, потому что будет не пышный кустик. Я оставила только самые верхние. Ну, тут оставлю 2, потому что маловато. Смотрим дальше. У меня куст. 2 длинных побега, которые будут красивым большим штамбом. И опять же, чтобы штамп получился, ну, вот тут у меня мультиштамп. 2 побега между собой. Спрашивали, переплетать, не переплетать. Я не переплетаю, потому что у меня они терлись. И по стволу такие, как ямки, даже как ранки на дереве, растертые получались. И потом гортензия сама затягивала эти ямки. В общем, не практикую я переплетать у гортензий ветви. Оставляю ровно. Единственное, если они сильно близко, можно шишку или какую-то вот тут проложить и стянуть. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Ну, смотрите, примерно вот так. Прокладываете шишку и ровно оставляете вашу пару побегов идти вверх, чтобы они друг друга не касались. Ну, а теперь какие же мы убираем на штамбе побеги? Считайте: 1, 2, 3. Все, больше 3 вот на этой ветке побеги не нужны. То есть все вот это добро, оно, во-первых, забирает силы и так у обмороженной гортензии. И ниже по стволу мне не нужны побеги, соцветия, цветы. Куст просто не вытянет. И внизу, и вверху такое количество. Рассматриваем вторую ветку. Вот она. И считаем: 1, 2, 3. То есть все ниже 3. Опять же удаляем. Ну и вот это можно недоразвитое убрать. И смотрим, что у нас получилось. У нас одна веточка просто больше по высоте, выше, другая ниже. Но мы и там оставили 3 пары почек. Все в таком состоянии. Я гортензию свою и оставляю. Ну, не знаю. Зелеными вот этими черенками. Буду я, не буду. Вот так. Вот такой получился штамбик наш. А сейчас я вам покажу на примере большого штамба. Кстати, вот увидела свои препараты. Коллоидную серу под метельчатой гортензии можно также не сыпать. Почему? Потому что, повторяюсь, они не настолько требовательны к кислотности. Средний кислый грунт должен быть. Но если у вас грунт совсем
или песчаный, или чернозем, или вы делали полную замену, тогда можно опять же немножко коллоидной серы, как легкий фунгицид, немножко на такой вот примерно кустик, ну такую хорошую щепотку у основания просыпать. Так, еще не сказала по болезням. Я гортензии от болезней как бы не обрабатываю, потому что больше всего они страдают от вредителей и от неправильной агротехники, полив и подкормки. А от болезней не было у меня замечено. Но если вы начинающий садовод, еще не владеете полностью ситуацией, то я бы обработала скором или хорусом. На всякий случай, чтобы все было в порядке, чтобы вы были уже спокойны. Так, хочу подойти еще вот к этой Climelight, на ее примере показать вам, что мы будем убирать. Нормируем побеги. Вот это гортензия Limelight. Каждый год я вам показываю, я и обзор сорта на ней делала. Красивая, мощная, большая. Пострадала или нет она от заморозков, посмотрим. Почти не пострадала, но видите, немножко желтизной цвет листвы. Немножко, но не поникли. Гортензии уже это 5-й сезон, по-моему, можно посчитать. Но мы этим заниматься не будем. Я вам покажу, что видите, по стволу, вот такому толстому, хорошему, с самого низа пошли вот такие побеги. И вот это все надо удалять. И вот это оставляем. Опять же, 2-3, ну лучше 2 пары почек, потому что деревце большое, красивое, и оно просто будет как распыляться на ненужные ветви. Всю поросль из середины, из центра куста мы убираем. Не жалейте. Растению от этого только легче будет. Но весь куст я обходить не буду. Это долго. Вот такая тут развилка. В середине тут вообще ничего не надо. Слабые можно убирать. Такие недоразвитые. Тут мы уберем тоже. Ну, ситуация повторяется. Все вот эти побеги, маленькие, большие. Оголяйте ветви, чтобы только поросль шла по верху. Побеги. Вот эти самые такие толстенькие, хорошенькие. Вот это все нижнее убираем. Тут внизу, конечно, много. Куст большой, загущенный. Пройду я полностью по этому кустику уже основательно, когда доснимаю видео. Что хотела сказать по итогу своего видео. Метельчатые гортензии лучше, чем крупнолистные, и легче переносят заморозки. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас на молодых кустиках поникли побеги. Вырастут, еще и зацветут. Не так обильно, не так пышно, но зацветут. Вот это гортензия Пинки-Винки. Тоже видно примороженная, видите? Лист не сильно зеленый. Но Пинки-Винки самое позже распускается соцветие, и поэтому она не пострадает. Я прям больше чем уверена, что она и цвести будет, и все с ней будет прекрасно. Так, Адель, я там картоном закрыла, не чтобы ты искала там. Ящериц, ловят ящериц. Так, занимаемся садом, не опускаем руки, удобряем гортензии. Я вот вам рассказываю про рододендроны, про пионы, про розы. Вот буду рассказывать, а сама ничего не успеваю. Сегодня газон покосила с утра. Газон меня не радует. То ли из-за холодов, то ли из-за чего уже и досеивала его. Так вот сбоку вроде как и нормальный, а когда я косила, тоже расстроилась.
А, у меня тут полив включен, надо поменять контур. Все. Рассказала вам про метельчатые гортензии, что хотела, что я буду делать именно сейчас. Как я, не забываю обработать, я делю на клумбы. Допустим, круглую клумбу, вот эту я еще ни розы, ничего тут не подкармливала, не удобряла. Круглый газон я уже сделала. Осталось мне кусочек, где я мульчирую картоном. Там я сразу и раскладываю удобрения, и обрабатываю. И так видно, где я ходила, где не ходила. По метельчатым гортензиям тоже стараюсь делить по зонам. Эта клумба вся сделана. Следующая. Метельчатая гортензия Фантом на штамбе. Тоже тут ей досталось, хочу сказать. Тут она как бы на сквозняке на таком. И вот тут видно, что приморожены прямо. Ну, хорошо, если это будут уже последние наши заморозки. А дальше будет все отлично. Тут тоже надо и побеги понормировать. Мульчируйте приствольный круг хвойным опадом или корой. Хвойным опадом лучше, он мельче, или корой мелкой фракции. Все, сегодня видео будет такое не очень длинное. Я с утра такая расстроенная была, ходила по саду, думаю, я даже не могла собраться как-то в кучу и начать что-то делать. А потом подумала, что растения-то ждут от нас помощи и поддержки, и мы не должны опускать руки. Все, всего хорошего. Адель, да уйдешь ты с той клумбы. Иди сюда, давай, до свидания скажем и все. Давай, иди сюда. Встретимся совсем скоро. Расскажу что-то интересное вам, полезное. И Адель передает привет. Передаешь привет? Все. До встречи. Поставьте лайк, если понравилось наше видео и было вам полезно.